Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня я хочу поговорить о макаронс. Показать, как же я их делаю. Брать я буду за основу самый простой, известный всем рецепт, но буду показывать именно те нюансы, которые я уже за многое время вывела для себя сама. Именно нюансы в работе с этим очень капризным пирожным. Оно не всегда, не у всех получается. Французское пирожное макаронс. Тема сегодняшней нашей встречи с вами. Итак, мука миндальная. Здесь у меня будет элементарный рецепт. Все по 150. 3 ингредиента будут по 150 грамм. Это миндальная мука, сахарная пудра и сахар для сиропа. Макаронс я сегодня готовлю на итальянской именно меренге с сиропом. У меня не мука, у меня вот такая вот, как сказать, молотый миндаль. Скажем так, он без такого экстремально темного жмыха, но все равно с большим количеством жмыха. Потому что я уже несколько раз покупала и в кондитерском магазине здесь в Германии, и в магазинах в интернете здорового питания эту миндальную муку или миндальную вот эту вот смесь, вот эту сухую из миндального помола. Это все мне не нравится. Оно все маслянистое, и макаронс получается всегда или низкое, или не пропеченное. И я перестала покупать и всегда вот так вот просеиваю самую элементарную вот эту миндальную муку, которая продается у нас в каждом магазине. 150 грамм. Я очень хорошо просеяла несколько раз. Вот такая воздушная мука у меня. Это жмых от нее. Потом я с ней, вот с этим жмыхом, буду печь декуаз. Это я все буду показывать потом в следующих видео. Здесь сахарную пудру я тоже просеяла и перемешиваю вот так просто рукой. Естественно, всегда эта смесь комкуется. И сахарная пудра, и миндальная мука, хотя уже были оба ингредиента до этого просеяны. 150 того и 150 грамм того я просеиваю еще раз уже через большое сито. Это у меня будет финишное здесь просеивание. Я люблю просеять несколько раз. Потому что, еще раз повторяюсь, у меня не мелкого помола мука. Сегодня вот я показываю как бы вот эту проблему, с которой сталкиваются все. Не то, что какая-то супер, вот такая смесь должна получиться, какая-то супер утонченная эта мука. Нет, здесь у меня уже 55 грамм белка в макаронаже и 55 грамм белка для именно взбивания, для меренги. Начинаю я, во-первых, я здесь не успела снять, сироп у меня 150 грамм. Сахара и 40 грамм воды. Полное описание будет под видео. Варим как на белковый крем сироп. И где-то уже, когда сироп у меня будет 113 градусов, я вот так вот взбиваю ручным миксером вот эти 55 грамм белка. Белок у меня постоял сутки при комнатной температуре в темном месте, в закрытой емкости для состаривания. Я всегда это делаю, боюсь не состаривать белок. Не знаю почему, но всегда пользуюсь этой именно методикой. Вот до такого состояния я взбиваю белки, и сироп варим только до 118 градусов. Кроме сахара и воды в сиропе ничего нет. Лимонную кислоту сюда не добавляем. Вот мой сироп. Вот такой вот он прозрачный, чистый. Не пережгите его. 40 грамм воды закипает очень быстро. Поэтому смотрите за тем, чтобы не перевзбейте свои белки. Они должны быть просто не такими, знаете, не рыхлыми. И уже можете остановиться со взбиванием, я имею в виду еще до введения сиропа. Сироп вот такой вот тонкой струйкой вводим. Можно ручным миксером, можно планетарным, но не у всех планетарный миксер берет 55 грамм белка. Поэтому взбиваю вот в обычной емкости для взбивания. Это делается очень быстро здесь. Здесь суперустойчивых пиков я не добиваюсь. Вот тот макаронаж, который я ввела туда белок, я просто размешала это все лопаткой. И все, вот этот макаронаж я оставила в покое. Я его никогда ничем не накрываю, потому что это длится очень быстро, он не успевает засыхать. И сейчас я вот взбиваю уже меренгу, я вижу, во-первых, она остынет уже,
И меренга должна быть взбита хорошо. Она не должна у вас стекать с этих венчиков. Она не должна быть так плотно взбита, как на белковый крем. Вот такая вот она у нас, видите? Вот. Все, теперь я буду в мой макронаж вводить уже эту меренгу. Ничего здесь сложного нет. И вот смотрите, как я это буду делать. Вот так, видите, она устойчивая, но она не такая плотная, как белковый крем. Вот. И вот так в 3 раза, в 3 захода я вмешиваю это все просто. Там у меня 55 грамм белка. Вы это видели, я туда его ввела. Вот теперь очень важно правильно вымешать этот макронаж. Многие думают, что ой, как красиво, какая у меня пышная сейчас масса получается. Чтобы белок не осел, буду я отсаживать вот так, как она есть. Но это очень обманчивое, так сказать, впечатление, что вот нужно именно остаться вот при такой пышной массе. Вы видите, насколько она у нас упругая и твердая. А нам нужно, чтобы потом, когда мы отсадим наши пироженки на уже тефлоновый коврик, они должны у нас полностью растечься до той нужной консистенции, то есть до той нужной формы, которую будет иметь само пирожное. Вот эта крышечка. Поэтому нам нужно вымешать здесь очень хорошо именно макронаж. А потом я еще буду показывать всю меренгу я туда ввела. И сейчас смотрите, как я это буду вымешивать. Вот сейчас я соединяю до конца всю меренгу с оставшимся макронажем. Я соединила. И теперь, смотрите, я не зря взяла такую миску, достаточно плоскую, неглубокую и широкую. Я теперь буду вот такими вот движениями, как будто я из всей моей массы буду раскладывать такие лепестки у цветка. Как цветок я буду по стенкам этой миски сейчас раскладывать. Вот это пока все соединилось, потому что вот эта миндальная смесь, она, видите, она еще не течет у нас никуда. Она просто сваливается с этой лопатки. Вроде такой пышной, не хочется это перемешивать, но надо перемешивать. И многие вот именно на этом моменте делают грубую ошибку, что они не вымешивают макронаж правильно. Вот смотрите. Сейчас я беру, видите, и начинаю такие лепестки раскладывать на сторонах моей вот этой достаточно широкой миски. Видите, как цветочек получается. Потом собираю. И вот так вот я сейчас сделаю 10 таких цветочков. Не меньше. Ну и не особо больше. Иначе, если мы начнем очень долго вымешивать макронаж весь этот, у нас, видите, обрывается эта нить. И это еще очень-очень мало мы помешали. Только 2-й цветочек я раскладываю. И вот так вот 10 цветочков я сейчас вымешаю. И тогда только макронаж придет в нормальное состояние, пригодное для отсаживания уже на противень. Я буду вам показывать, как именно я в моем случае делаю температуру у этих макаронс, как я их именно этой температурой пользуюсь. Вот второе, видите, я вам большую подсказку даю, что все-таки макаронаж нужно вымешивать долго. И смотреть постоянно, как стекает у нас с лопатки. Вот смотрите, видите, сейчас уже ближе к теме. Вот видите, уже в принципе я довольна. Вот, видите, уже тонкая нить идет у меня с лопатки. Вот это меня устраивает. И посмотрите сейчас на тесто, как оно медленно растекается именно по дну этой миски. Видно, вот оно прям движется. Вот так вот оно должно себя чувствовать, это тесто, чтобы потом нам на противне, когда мы будем отстукивать, чтобы они беспрепятственно у нас, эти макаронс, разошлись по своим формочкам. Для формочек, для того, чтобы отсаживать, я беру только тефлоновые коврики. Они у меня очень старенькие, вот такие вот, но это проверенный и самый надежный метод. Ни на силиконовом коврике, ни на пекарской бумаге такие хорошие макаронс не получаются у меня.
Макаронаж я накладываю в кондитерский мешок. Там у меня насадка круг номер 12. Это где-то 6-8 мм на выходе. Вот видите, даже с ложки он льется. Вот такой должен быть макаронаж. Здесь нет никакого красителя у меня сейчас. Здесь у меня, к сожалению, вот на моменте моего отсаживания на противень, здесь тефлоновый коврик. Старенький, престаренький, но тефлоновый. Здесь у меня выключилась камера. Я очень за это извиняюсь, и я не смогу показать, как я отстукивала эти макаронс. Вот, я их уже отстучала, и они у меня готовы к выпечке здесь. Они уже у меня подсохли. Вы видите, они не липнут у меня к руке. 40 минут они у меня простояли. И второй противень, как я вымешивала с красителем, тоже не снялось. Но я думаю, проблем ни у кого нет с этим. Просто гелевый краситель добавляем по интенсивности цвета, смотрим. Выключилась камера, ничего не смогла сделать. Очень извиняюсь, но будут еще видео по макаронс. И вот смотрите теперь мой метод. На 170 градусов я разогреваю 20 минут до этого духовку пустую. Ставлю туда мой противень и тут же выключаю духовку. Вверх-вниз я ставила. И снижать я буду в течение 7 минут эту температуру. Вот сейчас у меня 140 градусов, смотрите. Видите, оно снижается просто при выключенной духовке. И вот такие получаются уже юбочки у макаронс. Сами по себе. И дохожу я до 125 градусов. И тогда только я опять включаю духовку вверх-вниз без конвекции. И теперь они у меня будут печься 12 минут. Потому что никакие 140-150 градусов в моей духовке не действуют. И у меня сразу появляются безобразные юбки у макаронс. Они у меня все расплываются, трескаются. И я для себя давно уже вывела эту именно методику. До 170 я. Вот сейчас они у меня уже пропеченные, идеально ровные все. Белый цвет, смотрите, это природно, без красителя, белый цвет макаронс. Безо всякого красителя. Вот, этими макаронс я украшала торт в предыдущем видео. Сейчас по этому же принципу у меня уже отпекся и второй мой противень. Также до 170 градусов, потом при выключенной духовке около 7 минут. Они поднимаются сами, и потом 12 минут при 125 градусах. И смотрим, видите, они уже идеально сами, в принципе, все отстают от коврика, у них идеальное донышко. Здесь я окрашивала слегка вот эти нежно-розовенькие в коралловый цвет, буквально на кончике зубочистки я окрашивала макаронаж. А тот коралловый цвет, тот тортик я украшала в предыдущем видео. Я очень еще раз извиняюсь, что у меня выключилась камера, я просто этого не заметила. Как я отстукивала. Отстукиваем мы просто отпускаем противень, поднимаем сантиметров на 10 над столом и отпускаем, и тем самым происходит у нас, выходит воздух из сырых еще макаронс, после того, как мы их отсадили из мешка. Вот так вот они идеально отстают от коврика. Сейчас я смотрю, какие мне нужно. Вот смотрите, сейчас я покажу вам, как он на разломе, мой макаронс, моя крышечка. Есть небольшие там дырочки, но они, в принципе, все пропеченные, нет больших пустот в них. Я очень давно пользуюсь именно вот таким моим личным методом, чтобы не расплывались юбки, чтобы были ровные крышки, и чтобы не было больших в них пустот. Много всего вам наговорила, может быть сумбурно, надеюсь, что вам все это понятно. Теперь я подбирать буду именно те макаронс, которые будут подходить крышечки друг к другу. И буду их наполнять в этом именно видео самым элементарным наполнителем, шоколадным ганашем на масле. Вот здесь белые, это природно белый цвет, их как миндальная мука, да, с белком, и слегка окрашенные. Ганаш я делаю из 2 ингредиентов. Здесь у меня растопленный шоколад 200 грамм и растопленное сливочное масло 100 грамм. Я просто это перемешиваю вилкой. Даю слегка остыть, наполняю этой смесью, вот этим ганашем, кондитерский мешок и буду просто соединять по 2 крышечки.
И тем самым получится у нас вкуснейший пирожный макарон, приготовленный дома. Обратите внимание на температуру в вашей духовке. Я рассказала просто мой способ, способ обычной домохозяйки. Я ни в коем случае не какой-то педагог по приготовлению макаронс и так далее. Я просто, может быть, кому-то поможет мой метод. Вот такой вот ганаш у меня в кондитерском мешке. Я срезаю у мешка где-то 3 мм и начинаю подбирать крышки, чтобы они подходили у меня по размеру. Вот готовые макароны хранятся. Во-первых, нужно, чтобы они где-то ночью у нас простояли, пропитались минимум. И чтобы уже вкус у него связался, у этого пирожного. Также они хранятся где-то неделю, можете их в морозилке хранить. А крышечки до месяца не наполненные можете хранить в морозилке, потом использовать. Но не больше уже. Вот так вот наполняю я мои пироженки. Подбираю обязательно, чтобы они подходили друг к другу. Я их всегда выпекаю разного размера, чтобы мне для разных тортов они уже подходили для разных деталей. И таким вот образом соединяю их. Будут еще видео и по другим рецептам макаронс. Сегодня показывала самый элементарный рецепт и самих макаронс, и самого ганаша. За многое уже время мною проверенное. Надеюсь, что видео это было кому-то полезным, познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.